Всем привет! Сегодня список распространенных ошибок в организации хранения в шкафу, из-за которых нам приходится повторно гладить, заново все перестирывать и просто тратить время на подбор и поиск в нем одежды и аксессуаров. Поехали! Первая ошибка – это отсутствие какой-либо логики в хранении и системы. В шкафу чаще, чем во всем доме, образуются вакантные места на полках. Что-то мы носим, что-то в корзине для белья, что-то на сушилке, а что-то на стуле. И в шкаф вещи кладут просто на свободное место или вешают на любые освободившиеся плечики. Казалось бы, что тут такого? Все так делают. Но на самом деле мы же не будем все время запоминать, что и куда положили. Поэтому каждый раз будем тратить лишнее время на поиск нужной одежды. А если она будет разделена на логические категории, например, для офиса, для прогулок, для дома, и если еще и будет отведено конкретное отделение в шкафу, то круг поиска заметно сузится, и подобрать комплект будет намного легче и быстрее. Неправильно подобранный размер плечиков может привести к тому, что у вещей появятся лишние складки, вытянутые места, и они потеряют форму. Поэтому важно не только то, чтобы у каждой вещи было свое место, но и свои правильные плечики. При хранении нескольких вещей на одной вешалке, те, что снизу, выпадают из поля зрения и практически не используются. А даже если мы про них и помним, то чтобы достать, нужно потратить больше времени. Поэтому так удобно развешивать только одежду комплектами, которые носятся вместе. Кстати, собирать по 5 таких комплектов перед рабочей неделей себе и, может быть, ребенку – это отличный выход для тех, у кого по утрам проходят гонки по вертикали. Для остальных же вещей лучше подобрать более тонкие плечики, чтобы их поместилось побольше. Такая мелочь, как незастегнутая пуговица или молния, может привести к тому, что плотные вещи деформируются, а рубашку или блузку придется еще раз гладить, потому что в некоторых местах могут опять появиться складки. Поэтому очень полезно будет взять себе за привычку всегда застегивать хотя бы верхнюю пуговицу и молнию, развешивая одежду на плечиках. Следующую ошибку мы часто совершаем, когда складываем вещи. И неважно, вертикально вы храните одежду или в стопках, еще одной хорошей привычкой будет складывать ее лицевой частью наружу и класть в шкаф сгибом к себе. Во-первых, такие стопки выглядят намного аккуратнее в шкафу, чем если бы вы их положили вот так. Но это уже приятный бонус. Главное здесь то, что спереди чаще всего бывают картинки и другие опознавательные знаки. И мы мгновенно, за секунду, можем определить, где какая вещь. Иначе одежду похожих цветов будет сложнее распознать, а в некоторых случаях даже придется все разворачивать. Классические шкафы обычно имеют такие размеры, при которых для того, чтобы полностью использовать пространство, приходится хранить вещи в 2 ряда. Но это крайне неудобно. Во-первых, мы не видим и, соответственно, почти не носим то, что находится во 2-м ряду. Во-вторых, чтобы все-таки оттуда что-нибудь достать, нужно передвигать или доставать остальные вещи. Поэтому нужно изо всех сил стараться избавиться от этого неудобного 2-го ряда. Например, складывать вещи длинными свертками по глубине полок. Или можно поставить на полке кофры, коробки, корзины, которые послужат аналогом выдвижного ящика комода. Часто я встречаю такую ситуацию, когда штанга для плечиков заполнена под завязку. И получается, что развешивая вещи для того, чтобы они не мялись, мы в итоге все равно должны перед выходом что-то подглаживать. Поэтому лучше уж сложить те вещи, которые реже используются, легче гладятся, и хотя бы часть базовых вещей, которые носятся на постоянной основе, будут висеть свободно, не помнутся и в любой момент будут готовы к использованию. Очень мало людей используют внутреннюю дверцу шкафа.
А ведь она может послужить витриной, где все будет как на ладони. На нее можно развесить бижутерию, аксессуары, ремни. Для этого достаточно повесить на нее органайзер с прозрачными карманами или приклеить самоклеющиеся крючки. Эти вещи не будут давать большой нагрузки на дверцу, но развешаны таким образом наглядно и доступно, сэкономит кучу времени при сборах. Совет про расхламление понятный, всем давно известный и уже порядком поднадоевший. Но он настолько важный, что вы уж извините, но я повторюсь. Одежда, которую мы не носим, занимает пространство, не дает возможности нормально, свободно, аккуратно разложить и развесить на штангах вещи. В результате их сложно доставать, некуда возвращать, все вещи мятые, плохо проветриваются и могут даже приобретать неприятный запах. При хранении трикотажа, деликатных вещей и тяжелых свитеров на обычных плечиках вещь может вытянуться и потерять форму. Лучше такую одежду все-таки складывать. А если уж хочется повесить, то для легких деликатных вещей нужно использовать специальные мягкие плечики. А тяжелые вещи перекидывать таким образом. Вертикальное хранение одежды предполагает ее складывание так, чтобы сверток стоял самостоятельно и не падал. Ну давайте будем честными, далеко не всегда и не с каждой вещью так получается, и я думаю, немногие будут заново складывать вещь, если она не стоит, пока не добьется нужного эффекта. Скорее всего, после стирки все будет выглядеть очень аккуратно, но как только мы начнем пользоваться вещами, все они начнут падать и перемешиваться. Все-таки вертикально хранить вещи легче в ящиках комода, а для полок лучше сложить одежду в коробке или установить на них вертикальные разделители, которые послужат опорой и не дадут вещам перемешаться. Если коробок с обувью или одеждой много, то становится сложно запомнить, где что находится, и приходится в каждую заглядывать в поисках нужной вещи, все перебирать и тратить время. Поэтому, несмотря на то, что здесь и сейчас кажется, что все будешь помнить, все-таки стоит подписать эту коробку, сделать в ней окошко, а лучше всего использовать прозрачные органайзеры. Даже если в шкафу хватает места для всего, все равно стоит убрать подальше несезонные вещи. Лишняя одежда, она волей-неволей попадается на глаза и отбирает внимание. И сделать выбор из нескольких вещей получится быстрее, чем из целой кучи. Кроме того, любые вещи или собирают, или распространяют пыль, какие-то ниточки, шерсть. Так что лучше на полгодика их упаковать и избавить себя от лишней борьбы с этой пылью. Все вещи без исключения, которые будут лежать полгода без дела, даже если они выглядят чистыми, нужно перестирать более тщательно, чем обычно, при максимально допустимой температуре. Можно еще и пройтись горячим утюгом или паром, чтобы убить там все живое. В противном случае вещи могут приобрести неприятный запах, который распространится по всему шкафу. Если в шкафу неудобные, слишком высокие или слишком широкие полки, то чтобы их заполнить, нужно нагородить несколько огромных стопок, которые развалятся и перемешаются при первой же попытке достать что-нибудь из середины. А если сложить туда вещи вертикально, в органайзерах, то останется куча неиспользуемого пространства наверху. Поэтому высокие и широкие полки нужно обязательно делить на секции с помощью любых приспособлений, дополнительных полок, корзин, подвесных конструкций. У меня на канале есть куча видео о том, как это сделать, и своими руками из подручных средств, и с помощью различных органайзеров для тех, кто предпочитает покупать готовые приспособления. Переходите по конечным заставкам, смотрите больше на тему организации хранения и успехов вам в наведении порядка в шкафу. До встречи!